Знаете, я заметил, что многие люди забрасывают свои портативные устройства по банальной причине. Они не знают, во что поиграть. Но не переживайте, сегодня мы попытаемся решить эту проблему и вдохновить вас на новые игровые подвиги. Всем 8 бит, я Роман Шабанов. Доставайте скорее с полки ваш остекленелый Game Boy или же другой портативный эмулятор, потому что в этом видео я расскажу вам о 5 интересных играх для этого вашего Game Boy. Погнали! Игра «Доисторический человек» в первую очередь привлекла мое внимание не геймплеем или сюжетом, а тем, что ее создавали буквально любители технодемок. Просто взглянув на завораживающий параллакс-эффект на заставке игры, я уже был впечатлен. Далее невероятный эффект полета на дельтаплане, напоминающий Mode 7 для Super Nintendo. Напомню, что все это на консоли, имеющей только один фоновый слой. Спецэффекты — это, конечно, хорошо, скажете вы, но как дела насчет геймплея? А геймплей здесь, надо сказать, неплохой. Управляем мы Homo sapiens по имени Сэм, племя которого осталось без еды в преддверии зимы. И, конечно же, вождь отправляет нашего главного героя в опасное путешествие в поисках костей для покупки провианта. А значит, чтобы закончить уровень, нам нужно собрать побольше призов и спецпредметов. Основа геймплея — это прыжки по врагам, махание дубиной и поиски секретных мест и платформ. Признаюсь, я не всегда мог найти некоторые скрытые места, что добавляло азарта и заставляло меня подолгу изучать доисторические локации. Еще стоит отметить изобретательные битвы с боссами. Например, тираннозавра нужно заколотить в землю, а по птеродактилям надо прыгать прямо на лету. Помимо Game Boy, игра «Доисторический человек» доступна на Super Nintendo и Game Boy Advance. Но порт для черно-белого Game Boy претерпел изменения, которые делают игру в некотором роде эксклюзивной. Думаю, о версии для Super Nintendo я еще как-нибудь расскажу отдельно. Интересную игру для Game Boy. Самые лучшие покемоны — это первые покемоны. Самый кайф, самый вайбик. Вот в это надо играть. Wario Land первый. Это моя самая любимая игра для первого Game Boy. У нее офигенная атмосфера, у нее офигенная музыка, офигенные загадки. Настроение она дарит великолепное. Мне очень нравится. Офигенный первый Кирби для Game Boy черно-белого. Link's Awakening. Битэмапный сюжетный Кунио-кун. 5 мегаменов. Final Fantasy Adventure — это первая игра в серии Mana. Вот крутые игры, в которые стоит играть. Однажды, взяв в руки Game Boy, я подумал, что неплохо было бы поиграть на нем в какую-нибудь головоломку. Но в классический Тетрис я еще в детстве наигрался на Brick Game. Недолго думая, я вспомнил об игре Доктор Марио. В детстве я тоже в нее играл, но на приставке Dendy и на черно-белом телевизоре. Ну и, как вы понимаете, опыт был неудачным. Я не мог понять, что делать с одинаково серыми пилюлями. Но на этот раз у меня в руках был Game Boy, и хотя он тоже черно-белый, игра очень удачно адаптирована под его ограничения. Старина Марио решает сменить профессию и примеряет на себя халат врача. Его задача — остановить вспышку 3 видов вирусов: белого, черного и через пиксель серого. Игровое поле представляет собой стеклянную колбу, внутри которой и находятся наши вирусы. Марио швыряет в колбу двухцветные пилюли с лекарством, которые нужно выстраивать по цветам, убивая таким образом вирусы. После Тетриса Доктор Марио может показаться сложной игрой, но здесь все дело в привыкании. Мне очень нравится играть на 10-15 уровнях на средней скорости. Игра становится достаточно сложной и заставляет понервничать. И, конечно, в нашем возрасте Доктор Марио идеально подходит, чтобы скоротать время в очереди в поликлинике. И если же у вас есть Game Boy Color, то для Доктора Марио существует цветной хак под названием Доктор Марио DX. Там даже можно выбирать себе персонажа. Геймбой? Слушай, ну на геймбой прикольные черепашки-ниндзя. Аладдин прикольный на геймбой, хороший порт. Супер Марио и первый, и второй прикольные. Охотник за привидениями 2 вообще классные, только, блин, сложные дофига. Утиные истории прикольные, аналоги несовских. Да много на самом деле на геймбой классных игр. «Флинстоуны» — это игра по мотивам одноименного фильма, который спродюсировал сам Стивен Спилберг.
Ранее я уже играл в версию этой игры для Super Nintendo и Sega Mega Drive. Они оказались чертовски сложными, и поэтому я решил посмотреть, какой игра получилась на Game Boy. И как ни странно, портативные Флинстоуны оказались очень приятными и дружелюбными в плане геймплея. Сюжет игры в меру сил пытается следовать фильму. Фред Флинстоун должен спасти свою семью от коварного Клиффа Вандеркейва. Начинается действие, как и на SNES, в каменном карьере. Фред скатывается по своему рабочему динозавру, и очень быстро становится понятно, что перед нами совершенно другая игра. Разработчики отошли от стандартного геймплея Флинстоунов на NES. Главный герой больше не умеет цепляться за уступы, он только прыгает и нажимает кнопки. Врагов убиваем, как в Марио, с помощью прыжка. В целом это очень спокойная и приятная игра, без надрывно сложных уровней. Особенно хочется отметить, что играть здесь доведется не только за Фреда, но и за Велму, Барни и Бетти. А еще здесь есть аркадные автоматы, закинув монетку в которые можно поиграть, например, в аналог Пакмана или Змейки. Короче, это очень хорошая игра на пару вечеров. На геймбой черно-белый нужно по-любому второй Метроид. Его, конечно, там уже и сделали на него ремейк, но все равно это классика, это надо знать. И это впервые, когда Метроиды начали эволюционировать. Альфа, бета, гамма. Очень любопытно, как они мутируют. Все это показано прям в игре черно-белой там реально. Вот это мне очень понравилось. Она какая-то такая неповторимая была атмосфера. Ну и касту можно еще. Я сам не играл, но вот Брикман заходил, очень ее рекомендовал на геймбой касту. Дни грома. Это гоночная игра 92 года на основе одноименного блокбастера с Томом Крузом, где он играет гонщика NASCAR Коула Трикла. Фильм, который я, к сожалению, до сих пор не посмотрел. Главной фишкой игры, за которую ее до сих пор вспоминают, стала графика. На слабом железе Game Boy разработчикам удалось создать настоящие трехмерные гонки, используя так называемую каркасную 3D-графику. Трасса и декорации отображаются в виде контуров полигонов, что в 1992 году, да еще и на портативной консоли, смотрелось как настоящая магия. При этом все действие происходит с приемлемым количеством кадров в секунду. Еще я заметил, что если поменять палитру на черно-зеленую, то получится стилизация под ретро-футуристическую графику фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию». В плане геймплея игра получилась суровая. Мне кажется, что ее создавали скорее не для детей, а для увлеченных гонками NASCAR взрослых, чтобы батя после долгого рабочего дня мог плюхнуться в кресло, выставить количество кругов на 50 и поехать наматывать эти круги, продумывая стратегию заездов и пит-стопов. Я же ограничиваюсь 2-3 кругами без претензий на первое место, просто чтобы покайфовать в трехмерных гонках на своем Game Boy. Какие игры на Game Boy, цен тебе, во-первых. Во-вторых, из того, что я проходил... Блин, Tiny Toon классный очень на Game Boy. Donkey Kong 2, шикарная игра на Game Boy. Тазмания, первая часть. Там последний уровень такой душноватый, а в целом игра поиграть можно. Вторая какая-то шляпа, по-моему. Bubble Ghost, очень люблю игру, но ее никогда не проходил, сложненько. Ninja Gaiden, по-моему, был ничего такой. Адамсы, классная игра, но мудреная, и я ее так и не прошел, хотя дошел там почти до конца. Бэтмен первый, это где он такой вообще малюсенький, этот Бэтмен, да? Ну вот такие вот навскидку, если вспоминать. Ну и о последней игре в нашей сегодняшней подборке расскажет клон человека, который, пожалуй, лучше всех разбирается в чешуйчатых водоплавающих. Кавабанга, комрады! У нас на очереди пинбол про зеленых рептилий для Game Boy, который называется Revenge of the Gator. Не, ну вы только гляньте на эти зеленые морды на заставке. У меня от их танцев ноги сами в пляс бросаются. Ну что ж, перед нами отличный пинбол для портативки Nintendo. Казалось бы, идея тащить пинбол на монохромный экранчик сомнительна. Но вышло знатно. Месть аллигатора цепляет своей мультяшной графикой и отличным саундтреком. Заглавная мелодия — это отдельный вид кайфа.
Она с первых нот намертво поселяется в голове и сидит там как крэнк в технодроме. Но не будем забегать вперед. Запускаем шарик и понеслась. Игра происходит на одном столе с 4 сменяющимися экранами. Геймплей прост до безобразия. Подкидываем шарик, отбиваем флипперами и не даем ему упасть. Если упустить шарик, его сожрет огромный аллигатор. И сделает он это словно робот-маузер, поймавший крысу. Физика шарика для 8-битного пинбола отличная. Он катается, хорошо прыгает и проваливается вниз так неожиданно, что хочется швырнуть геймбой об стену. Но мы держимся, потому что это классика. Главное в этой игре выучить правильные углы подковыра шарика и понять, за что тут вообще дают бонусы. Основная цель — активировать разные прибамбасы, набирать очки и радоваться жизни. Но есть нюансы. Например, если выбить 4 сердечка, вы получаете защиту от потери шарика. Очень полезная штука, особенно когда начинается заварушка. Кстати, обратите внимание, в игре есть несколько видов бонусных уровней. Один из них напоминает арканоид, другой стучалку молотом с головами аллигаторов. Сидят зеленоморды и ждут, пока им прилетит шариком. Забавно, но не время расслабляться. Как и в любом пинболе, шарик здесь можно упустить в 2 счета. На секунду отвернулся, и бац, шарик летит прямо в пасть рептилии. И ведь гадость такая, смотрит на тебя своими глазами и будто бы говорит: «Ну чё, доигрался?» Графику вы уже наверняка оценили по видеоряду. Все сочно, мультяшно и очень по-доброму. А для тех, у кого Game Boy Color, есть отдельный хак Revenge of the Gator Gold. Там все яркое и цветное. Рекомендуется играть именно в него. Что в итоге? Revenge of the Gator — это качественный и веселый пинбол, идеально подходящий, чтобы скоротать поездку на черепашьем фургоне. У игры есть душа, харизма и аллигатор, который будет жрать ваши шарики с улыбкой до ушей. С вами был Pixel-Jar, пока! Спасибо Pixel-Jarу за ностальгию по Turtle Power, ну а я надеюсь, что когда-нибудь в моих видео появится настоящий Евгений Жар. Ну вот и все. Это были 5 великолепных игр для черно-белого геймбоя. Игры, к которым я с удовольствием возвращаюсь время от времени. Игры, которые помогли мне ощутить радость от созерцания в руках этого по-настоящему ретро-устройства. Я специально старался подобрать разноплановые игры, чтобы каждый мог найти среди них хотя бы одну интересную. Делитесь в комментариях своими ретро-жемчужинами для Game Boy, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и также буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Это очень помогает развитию канала. На этом все. Еще увидимся.